Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот такой замечательной джинсовой сумочки, бананки, внутри на подкладке. Подкладка сшита таким образом, что все припуски спрятаны и ничего обрабатывать дополнительно не нужно. Долго тянуть не буду, приступаем. Итак, я распечатала выкройку. Выкройка бесплатная, ссылку на нее я оставлю. И у нее 3 размера. Я выбрала размер М, то есть средний. Есть меньше и есть также и больше. Автор выкройки предлагает такую сумку сшить без подкладки. Мастер-класс есть, он есть как фото мастер-класс, так и видео, также по той же ссылке. Так как я буду шить абсолютно по-другому, то записываю этот мастер-класс. Итак, у сумки 3 основных детали. Верхняя деталь, передняя и задняя. Все детали я выкроила из основной и подкладочной ткани. Также выкроила мешковину для кармана из той же подкладочной ткани. Заутюжила пополам для того, чтобы найти центр. Также заутюжила и заднюю стенку. Сейчас убираю детали, чтобы они мне не мешали, и занимаюсь карманом. Лицом к себе и лицом к лицу совмещаю мешковину кармана и вот так по верхнему срезу обязательно смотрю и слежу, чтобы центр совпадал. И также скалываю. Можно, если неудобно скалывать, можно сметать. Особенно сметывать я рекомендую тем, кто использует для подкладки скользкую и такую нестабильную ткань. Тогда это прям обязательно, потому что должно быть все ровненько. Теперь я прокладываю строчку по намеченной линии. Вот что должно получиться. Линия также есть на выкройке, и ее легко перевести. Ширина этой рамки ровно 1 сантиметр. Нам нужно ее разрезать по центру. Для удобства и для того, чтобы было точно все ровно и аккуратно, я беру линеечку и просто делаю линию по центру, то есть отступая 0,5 сантиметров, вот так. Далее нужно еще также, ну я уже не буду использовать линейку, вот так довожу, буквально не доходя сантиметр, и ухожу в уголочки. Конечно, прорезать нужно очень аккуратно, и чтобы, особенно в уголочках, чтобы не прорезать строчку. Начинаю я вот так, ровно складываю, беру ножнички, делаю вот так и прорезаю. Вот что у меня получилось. Теперь я беру, выворачиваю вот так мешковину на изнанку задней стенки, все хорошенечко разравниваю и обязательно отутюживаю, потому что просто загнуть, ну, тут будет неаккуратно. Тут такая работа, что чтобы было красиво, нужно хорошо отутюжить. Вот так у меня получилось. Смотрите, все красиво и ровно. Далее подготовила молнию. Можно использовать молнию на метраж. Ну, вот у меня вот такая подходящая была, и она мне подходит. Вот так примеряю. Обязательно слежу за тем, чтобы ни в коем случае ни бегунок, ни стопор не попали под иглу швейной машинки. Теперь прошиваю. Тут на этом этапе лучше всего сметать. Вот что у меня получилось. Тут у меня немножко, вот видно, да, что молния загнулась и пришилась, но в принципе ничего страшного, потому что это уголок. Теперь вот так складываю и прошиваю только за мешковину. Вот так. Готово. Теперь, и так как я шью темно-синими нитками, то вам очень хорошо видно все строчки. Теперь я беру переднюю стенку и уже я буду тут использовать молнию на метраж. Я использую номер 5. Прикладываю лицом к лицу и пришиваю. Молнию также лучше либо сметать, либо сколоть. Я скалываю и беру выкройку, делаю отметку, докуда мне нужно сделать строчку, потому что строчка делается не до конца.
На выкройке есть эта метка, и вот я ее ставлю с одной и со второй стороны точно так же. Вот так. Отгибаю. Очень удобно. Там метка припуска. То есть по припуску, до припуска делаем строчку. Готово. Вот что у меня получилось. Теперь я беру подкладочную ткань, эту же деталь, да, переднюю, накладываю лицом к лицу. И чтобы было удобно, по той же строчке я делаю еще одну. Вот так. Проверяем, все ли у нас хорошо получилось. Вижу, что все отлично. Теперь вот так загибаю и отдельно вот так подкладку и прошиваю с одной и со второй стороны. Я прошила, но забыла одеть бегунок, поэтому не делайте моих ошибок. Сейчас я с одной стороны вот тут подпорю, одену бегунок и заново прошью. Все готово. Вот что получается. И сейчас я беру верхнюю деталь. Сначала из основной ткани, подкладочную пока откладываю. Складываю пополам, нахожу центр. Также центр нахожу и на детали основной, то есть на молнии. Скалываю. Сколола, делаю строчку. Вот так. Прошила. Вот что получилось. Проверяю. Обязательно смотрю, чтобы все было ровно. Теперь беру деталь, эту же деталь верхнюю из подкладочной ткани. И смотрите, я ее пришиваю вот так, то есть лицом к лицу, вот так. И точно так же сначала скалываю и потом прошиваю. Вот что получилось. Выворачиваю, проверяю еще раз, все ли хорошо. Вижу, что все хорошо. Продолжаю. Сейчас я буду делать отстрочку вот так по низу. Далее перехожу вверх, по верху и дальше спускаюсь снова вниз. Прежде чем сделать отстрочку, конечно же, я все хорошо отутюживаю, для того, чтобы не было наплывов. И вот это место, где у меня шов, я немного пристучу, для того, чтобы джинсовая ткань стала мягче и шов прошел аккуратнее. Вот что у меня получилось. Все готово. Теперь я беру заднюю стенку, которая у нас с карманом. Вот так прикладываю. Смотрю, проверяю, все ли у меня хорошо, все ли у меня совпадает и прошиваю. Готово. Обратите внимание, что пришивала я только за основную ткань, а подкладочную я не трогала, то есть она не зашита. Теперь я отгибаю, отутюживаю и заутюживаю припуск наверх. Отстрочку буду делать по верхней стороне. Это мое желание, можно сделать по нижней, мне так больше нравится. Это, ну, как бы не обязательно, на какую сторону вы сделаете отстрочку. Теперь я беру деталь, заднюю деталь из подкладки. Вот так совмещаю и пришиваю подкладку к подкладке. Готово. Вот что у меня получилось. И далее я вот так делаю подкладку к подкладке, основную ткань к основной. Готовлю стропу. Ширина моей стропы 2,5 сантиметра. К одной стороне более короткая, а к второй длинная. Ну, все зависит там от объема груди. Это все есть в выкройке. Далее складываю стропу вовнутрь. Аккуратно, чтобы не пришить. Также скалываю и прошиваю вот так основную ткань и вот так подкладочную. Делаю строчку. Также не забываем, что на подкладке нужно оставить место для того, чтобы вывернуть. Вот так у меня получилось, я все прошила. И теперь я выворачиваю. Готово.
Вот так у меня получилось. Я уже утюжила, немножко капнула водой. И остается совсем немного. Вот тут я хорошо выворачиваю. Также можно сделать отстрочку, как предлагает автор выкройки. Но я делать этого не хочу. Мне и так нравится. На этом этапе, можно сказать, контрольный осмотр полностью всего. На этом этапе еще можно что-то где-то дошить, пришить. То есть мы осматриваем сумку, все швы, чтобы все было идеально. И мне остается зашить отверстие, через которое я выворачивала. Также я вот тут все проверяю. Отверстие, через которое выворачивала, я зашиваю потайным швом ручным. Мне так больше нравится. Получается более аккуратно. Хотя это можно сделать и на машинке. Также мне остается одеть фастекс, одеть регулировку длины ремня, и все готово. Приступаю. Сумочка моя полностью готова. Вот так она выглядит. Результатом я очень довольна. Выкройка удачная. Буду шить еще. И хочу попробовать еще раз сшить немного другую в таком же размере, а также попробовать выкройку больше. Хотя и этого размера вполне достаточно как для взрослого, так и для ребенка. Но на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также вы можете поделиться этим видео со своими знакомыми и друзьями, которые интересуются шитьем, и будем шить красоту вместе. А на сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.